Привет, дорогие друзья! Я знаю, что все любят подарки, и вот мне Дед Мороз вот такой вот подарочек подкинул. Вот такой вот блок питания крутой, залмановский. Давайте же посмотрим, что там внутри. Такой вот блочок классный, но, к сожалению, в коробке оказался не Залман, а Чифтек. Ну, тоже неплохо, но вот только мне что не нравится. Этот Чифтек на 500 Вт, но всего лишь 360 Вт по 12-вольтовой линии. А так вообще годный блок питания. Обманул меня Дед Мороз и принес мне то, что я хотел. Ну ладно, для ремонта, для контента, я думаю, это отличный вариант. Видим, что видюха 6+6, ну потому что мощность невеликая. И процессор тут, по-моему, да, 4+4. Вот такой вот блочин, да. Давайте же посмотрим, что с ним не так. И сейчас будем с ним разбираться. Я знаю, что вы любите такую технику. А вообще Чифтек это, ну, нормальная такая мощная техника. Проверяем дефекты. Итак, подключил я блок питания. В режим включено видно. Переведен тумблер. Так, потребитель, чтобы было видно, сколько потребляет. Подключаем нашу тестовую плату-помогалочку. Описание в правом верхнем углу. Кому надо, можете ознакомиться, что это за тестовая плата. Ну, это для быстрого запуска и просмотра, какие напряжения поднимаются или нет. Давайте же посмотрим, какие у нас напряжения поднимаются. Включаем блок питания. Дежурка не поднялась, но видим, потребление есть. У нас проблема с дежуркой. Что, можем смело выключать и разбирать блок питания. Нет дежурки, но есть потребление. Значит, проблема с дежурным питанием. Надо разобраться с дежурным питанием и решить проблему с блоком. Разбираю. Скрыл я блок питания. Вот такое вот чудо у нас тут располагается. Видим, да? Входной дроссель IPFC. Банка. Банка у нас на 330 микрофарад, 450 вольт. По всей видимости, вот управление IPFC, быстрее всего. Здесь стоят ключи IPFC. Так, что нас дальше интересует? Вот наша дежурка. Дежурка собрана на микросхеме Tiny 268 PN. Такая вот дежурочка. Куча оптопар. Умненьких защит, да. Вот это электролит, как раз питание дежурки. То есть для запитки шим-контроллера. Дежурный трансформатор дежурного питания. Силовой трансформатор. Я думаю, свои 500 Вт этот трансформатор отдаст. Ну, а здесь все стандартно. Дросселя ДГС. Обвязочки. Ну и тут крутая плата по управлению напряжениями, по всей видимости, и токами. С регулировками и со всеми исходящими. Так, ну нас интересуют хорошие дросселя по входу стоят, помехоподавляющие. Молодцы, молодцы. Молодцы, постарались. Чифтек, как говорится, самый настоящий Чифтек. Не то, что сейчас делают. Так, что нас интересует? Нас интересует вот эта область. Вот эта область. Область дежурного трансформатора. Я всегда пляшу от дежурного трансформатора. Первым делом уточняем, в каком он состоянии. Самая главная задача — это прозвонить трансформатор. Прозваниваем высоковольтную обмотку. Она у нас повышенного сопротивления. И здесь у нас 2 Ома. Ну, минус сопротивление щупов около 2 Ом. И я считаю, что это вполне нормальное сопротивление. Обмеряем обмотку для запитки шим-контроллера. Здесь порядка 0,1-0,2 Ома. Это тоже, в принципе, нормально. То есть практически короткая. И у нас одна обмотка выходная ровно на 5 вольт. И здесь у нас порядка, ну тоже тут маленькая обмотка, поэтому показывает нам мультиметр КЗ. То есть трансформатор предварительно, по предварительным данным, у нас в хорошем состоянии. Так как у нас все в порядке с дежурным трансформатором, дальше мы едем на микросхему дежурки. Кстати, на этот блок питания есть схема, и
И это очень круто. Сейчас я расскажу, как она работает и что здесь интересного. Нам нереально повезло, потому что мы имеем вот такую вот схему, скачанную с сети интернета. Ну классно, классно. Сейчас я вам расскажу, что конкретно и как тут работает. Итак, нас интересует вот этот участок цепи. Это как раз непосредственно наша дежурка. Дежурка у нас основана вот на этой микросхеме IS-901 на тюне 268, что ли. Ну не и суть. Вот, это самая главная микросхема, и она формирует нам 5 ВСБ питания. А также это не сама микросхема, а на этом же участке цепи формируется дополнительное питание для системы АПФЦ. Так, ну поехали. B плюс питание у нас берется непосредственно вот отсюда. Видим, да, B плюс через вот эти два резистора, они тут замеряют какое-то напряжение, какую-то дают информацию чему-то там. Ну ладно, сейчас мы не будем уточняться, для чего это. То есть формально с банки C1. Вот эта большая банка у нас емкость, с нее берется напряжение B плюс и подается непосредственно на вот этот резистор R901. B+, какое здесь напряжение? Ну, в режиме, когда мы подключаем только кабель питания 220 вольт, здесь напряжение порядка 320 вольт. Когда запускается АПФЦ, здесь напряжение поднимается, ну, плюс-минус 400 вольт, ну, грубо говоря. То есть вот это напряжение попадает на резистор R910 через вот эти подстроечные, отлаживающие резисторы, да, видите, А, Б, С. Это напряжение поступает на ножку, на четвертую пин микросхемы, и он называется EN, то есть Enable. То есть это лапка, ножка включения микросхемы. То есть, когда мы подали питание 220 вольт, сразу же напряжение упало вот на этот контакт Enable, и тем самым дало разрешение и первый старт для микросхемы. Дальше, когда здесь образовалось напряжение положительное, у нас с B плюса идет запитка вот этой цепи. Эта цепь запитывается через вот эту вот высоковольтную обмотку, которую мы прозванивали, и которая в принципе должна быть целая, судя по показаниям мультиметром. Сюда напряжение поступает через вот эту обмотку. В этой обмотке формируется магнитное поле, нарастающее, то есть оно происходит рост магнитного поля, и вот в этом сердечнике, вот в этом трансформаторе растет магнитное поле. Тем самым у нас ток протекает вот через эту обмотку, течет дальше на drain. Здесь drain и S, source, это два контакта, которые обозначают, что здесь стоит встроенный MOSFET. Вот этот drain и source сейчас замкнуты между собой, то есть между ними настолько низкое сопротивление, что это формально проводник. То есть здесь создается короткое замыкание между drain и source, потому что на контакте иена присутствует высокий положительный уровень. И наш ток протекает благополучно прямо на землю. Вот эта земушка, наша земушка, то есть минус контакт, который также совпадает с контактом на нашей банке, видите? То есть минусовой контакт C1, то есть высоковольтной банки на минус. То есть формально у нас ток течет с B плюс на минус, то есть это короткое замыкание. Но почему не перегорает проводник? Вот здесь, да? Потому что тут КЗ идет. Почему он не перегорает? То есть течет ток вот сюда. Потому что у нас во время, когда закорочены нога drain и source, здесь происходит рост, резкий рост магнитного поля. То есть у нас преобразовывается электрическая энергия в магнитное поле. И во время, когда здесь происходит рост магнитного поля, здесь также растет магнитное поле, и здесь, в этих обмотках, здесь формируется ЭДС, возникает напряжение. Это напряжение как раз дежурки 5 ВСБ проходит через диод, выпрямляется, то есть дает направление ему конкретное, попадает на выпрямительный конденсатор, сглаживается и уже идет на 5 ВСБ. Ну, тут понятно, помехоподавляющий дроссель, ну, как обычно, все, что мы любим.
опять фильтрующий конденсатор, и поехало это все на 5 ВСБ, на сиреневый провод. Но помимо этого еще 5 ВСБ уходит вот на вот такую платку. Это платка супервизора. Но об этом чуть позже. Так вот, пока еще течет ток высоковольтный, высоковольтное напряжение здесь проходит, течет большой ток довольно-таки. Ну как он большой? Там не такой он уж и большой, потому что он не успевает нарастать до такого, действительно, как говорится, полного КЗ. Вот. Здесь формируется ЭДС и здесь формируется ЭДС. Для чего здесь формируется ЭДС? Здесь понятно. Для запитки 5 ВСБ, запитки супервизора и еще дополнительно тут есть обвязочки, чуть попозже расскажу. Вот. Вот здесь формируется тоже ЭДС, который выпрямляется через D902, то есть дает ему направление току. Протекает этот ток, попадает на конденсатор C901, то есть формируется стабильное питание, минимизируются пульсации, и это напряжение через ограничивающий резистор R901 протекает, сюда мы пока не смотрим, протекает, вот сюда доходит. C910 это, грубо говоря, он как помехоподавляющий конденсатор, попадает на питание, на первый пин, то есть BP, это плюсовой контакт питания микросхемы. То есть наша микросхема обязательно должна подпитываться своим хорошим стабильным питанием. То есть для первого запуска вот этот толчок, который приходит на сигнал иена, это так заложено микросхемой, так оно должно быть. То есть это первый старт для того, чтобы запустить вот эту цепочку высоковольтной обмотки и чтобы запитать вот эту вот обмоточку, чтобы нам пришло питание вот сюда. Все, наша микросхема запиталась и уже имеет свое стабильное питание. После этого, как сюда пришло питание, вот здесь нарастает такой ток большой, что здесь сформировано такое ЭДС. То есть тут все так четко рассчитано. Большой ЭДС, то есть больше 5 вольт уже формируется. И попадает эти больше 5 вольт, то есть там, например, 5,2 вольта, попадает вот на эти резисторы, вот на эти два резистора. Это два резистора, которые образуют делитель для вот этой микросхемы IS-903, то есть это TL431. Она настроена там на напряжение 2,5 вольта. Когда вот здесь образуется 2,5 вольта, у нас открывается вот этот стабилитрон, и напряжение течет не только вот сюда, на вот этот делитель, но и вот через вот этот резистор, через вот эту оптопару проходит через стабилитрон и уходит на землю. То есть у нас активируется вот эта оптопара, когда здесь напряжение поднимается больше 5,2 вольта, чтобы не сжечь дежурку. У нас ограничение там 5,2 вольта. И вот этот вот диод открывается, оптопара, видите, 1,2 IS-904. Вот она, IS-904 открывается, то есть у нас становится вот этот транзистор проводником. То есть у нас B+ идет через вот эти резисторы, уходит не сюда, не на контакт пина 4 микросхемы, которая разрешает запуск микросхемы, а уходит на землю. То есть у нас на четвертом пине образуется земля, то есть 0 вольт. Соответственно, микросхема видит, что иена равна нулю, а значит, микросхема уже подпитана, у нас имеет питание, она начинает думать своими мозгами, что пора прекращать вот это вот протекание вот этого тока через drain и source на землю и закрывает, разрывает здесь цепочку питания. То есть вот эта обмотка начинает у нас отдыхать. Но пока происходит разрывание вот этой цепочки, закрытие, во время закрытия между драйном и сорсом происходят некие выбросы. Ну, согласно вот обратный эффект у катушки индуктивности есть. То есть она наоборот начинает толкать ток в обратном направлении. Вот эта вот цепочка снабберная, она вот этот ток обратный компенсирует. То есть здесь специально рассчитали
диод поставили D901 и стабилитрон ZD901. Таким образом их рассчитали, что вот эта вот энергия обратная гасится вот на двух этих элементах. Обычно в простых блоках питания используют резистор там низкоомный и конденсатор там высоковольтный. Но здесь вот воспользуюсь вот таким образом. Как конкретно это работает, я не могу сказать. Но в принципе понятно по двум элементам, что куда идет. Но вот этот стабилитрон, он на 1 ватт, то есть он очень мощный. То есть он много энергии в себя, как бы сказать, превращает в тепло. Едем дальше. Помимо всего, у нас еще есть две оптопары дополнительных. То есть раз оптопара, которая сейчас у нас активировалась и разорвала цепочку иены. То есть, соответственно, здесь 0 вольт. Еще и вот еще две оптопары. Помимо того, что вот на этой обмотке формируется питание для шим-контроллера, у нас еще формируется питание вот через вот эти два транзистора. Вот это вот питание уходит вот сюда. Это модуль DC2199. По всей видимости, этот модуль, смотрим, да, он следит за напряжениями, которые присутствуют вот здесь на банке. То есть он смотрит, включилась ли PFC, не включилась, работает ли стабильно, не работает. То есть это такой, так сказать, надзиратель. Он следит за всеми напряжениями. Второй вот пин, он смотрит, смотрите, тут 3 резистора. По всей видимости, они смотрят за током, который протекает в цепи. Четвертый, ну, короче, это ладно, неинтересно нам. То есть, самое главное, что вот у нас с дежурки приходит на 5-й пин питания и на 7-й пин VCC. Это микросхема самой APFC. И вот питание у нас приходит сюда, на запитку вот этого модуля и APFC. Но, когда формируется здесь питание, когда вот отсюда приходит питание вот на эти модули, а только тогда, смотрите, вот этот транзистор, он запитается только в том случае, когда базу будет подпирать вот эта микросхема IS5. Вот эта оптопара. Ищем IS5, что делает, кто ее открывает. А IS5 у нас открывает, смотрите, вот эта платка, это супервизор. То есть, когда у нас формируется 5 вольт, когда у нас здесь будет стабильный 5 вольт на сиреневом проводе, когда у нас 5 вольт будет приходить на супервизор, когда у нас все это будет запитано, когда супервизор оценит, что действительно 5 вольт хорошие, он дает разрешение на запуск вот этого диода. А этот диод, соответственно, разрешит запуск вот этой IS5. И соответственно, подопрет базу транзистора. И только отсюда уже пойдет питание на APFC, на вот этот модуль, на вот эту микросхему APFC. То есть мы к чему пришли? К какому выводу? Кстати, еще вот у нас какая есть классная оптопара IS902. Она вообще интересная. Кстати, я даже не знаю, не совсем понимаю, для чего ее сюда втулили. Ну, как дополнительную, по всей видимости, защиту. Смотрите. У БП питание приходит вот через вот эту линию, да? Раз и сюда. Окей. Как бы все нормально. Но для чего вот эта оптопара? А эта оптопара вот для чего. Ищем IS902. IS902 вот находится. То есть, смотрите, у нас сформировалось 5 вольт. Эти 5 вольт, да, когда поднимается выше 5, 5,2 вольта, у нас вот эта вот штука, вот эта вот TL431 смотрит, чтобы не повышалось напряжение больше 5 вольт. Но, как я понимаю, если вдруг вот эта TL-ка сбусерит, с ума сойдет, и еще что-то произойдет, и здесь потечет напряжение больше 5,2 вольта, да, то есть она не будет отрабатывать, и вот этот вот сигнал не будет приходить вот сюда, то у нас получается
иена будет подперта плюсом. И ток будет течь, 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 течь. И вот эта вот обмотка сгорит. К чертям собачьим. Но спасение у нас откуда приходит? С этого диода. Если вдруг вот эта цепочка не сработала, или затупил сигнал иена, ну мало ли что бывает в жизни, ну это же микросхема, то напряжение вот тут будет расти больше 5,2 вольта. Вот это все, допустим, не работает. Ну, вдруг что-то случилось, отказало. Едем дальше. Попадаем мы на вот такой вот модуль. Это модуль, который контролирует, что здесь больше 5,2 вольта. Срабатывает вот этот транзистор, видите, через стабилитрон. Кстати, хороший вот этот стабилитрон, и скоро будет видео по доработке. Ладно, потом расскажу. Приходит сюда больше 5,2 вольта, срабатывает вот этот стабилитрон и подпирает вот эту базу, и здесь протекает у нас ток, светится вот этот светодиод из 902. Из 902 вот этот открывается транзистор, и питающее вот это все питание приходит через резистор и уходит на землю. То есть сюда на B+ не приходит питание. То есть, так сказать, перекрывается питание, блокируется. То есть микросхема обесточивается, и все, крандец. Здесь у нас не происходит максимального роста тока и не может сгореть вот эта обмотка трансформатора. То есть разработчики защитили себя, нас, ремонтников, от того, чтобы перегорал вот этот трансформатор. Раз. От того, чтобы здесь было самое супер высокое напряжение. Два. Ну и в-третьих, ну классно. Усложнили схему, конечно, но зато сохранили какие-то дополнительные главные важные органы в блоке питания. Ну что, на этой неделе мы много. Я думаю, в принципе, я рассказал все, что знал, все, что я понимаю. Вот. Какие наши дальнейшие действия? Наши дальнейшие действия, самые основные, какие? Проверить цепочку B+, приходит ли на иену сюда сигнал. Прозвонить надо, нет ли обрыва. Это первое, что необходимо сделать. Второе. Проверить, в каком состоянии у нас находится MOSFET. В порядке у него сопротивление в режиме сна, то есть когда не подключено напряжение. Вот здесь какое сопротивление. Потом, третье. Нам необходимо замерить сопротивление с плюса питания микросхемы между землей. Может быть, здесь короткая есть, может быть, вот эта оптопара заглючила, еще что-то. И четвертое. В идеале четвертым пунктом нам надо проверить конденсатор питания. Вот этот конденсатор, который питает линию вот эту вот B+. Вот, то есть нам надо выполнить 4 пункта самых основных и найти причину, в чем здесь проблема. Поехали разбираться уже непосредственно на схемотехнике. Так, ну схема немножко у нас отличается. Смотрю, тут у нас, потому что с плюса питания, вот мы становимся лапкой на плюс питания, идет вот сюда на диод. Вот у нас короткая, да. Вот здесь стоит диод. И из диода уже идет у нас сюда 0, да. И на ножку иена. Вот тут у нас получается микросхема. И вот первая нога, это у нас как раз нога разрешения запуска шим-контроллера. Видим 2 мегаома. Но если мы будем вот сюда становиться, вот первый резистор, да, вот 1,3 мегаома, уменьшаем вот тут уже 600, 0,6 мегаом. Ну, то есть по 600 получается килоом стоят 3 резистора подряд. Вот, то есть у нас в принципе здесь все окей. Транзистор можем прозвонить. Ой, диод мы можем прозвонить. 0,9. Ну, блин, 0,9 как-то многовато, конечно. Ну, не пропускает, в одну сторону пропускает. Ну, не знаю, может быть, это нормально. Не знаю, честно говоря, не могу сказать, но вроде бы ничего плохого не должно быть. Следующий наш уровень
проверки, это вот этот вывод, вот он контакт, это плюс питание, то есть BP, и его надо прозвонить с землей, то есть ищем минусовой контакт банки и видим тут падение больше 2 вольт, да, то есть это вполне, ну, не короткое, все отлично, я считаю нормально. Теперь нам надо третьим пунктом прозвонить source и, ну, MOSFET, да, между коллектор-эмиттер, да, грубо говоря. И здесь вот у нас, смотрите, очень низкое падение напряжения. То есть у нас сейчас в обесточенном состоянии MOSFET в коротком. Почти в коротком. Сейчас мы переведем на измерение сопротивления. Смотрим. Еще раз. Source и Drain 3 Ома. То есть у нас транзистор пробит. Он в коротком. Локализовали мы проблему. Надо выпаивать микросхему, шинки и смотреть дальше. Я не стал показывать, как я выпаиваю микросхему. Я думаю, все знают, что я пользуюсь, как всегда, любимым молотоотсосом, который просто чудесный. Итак, давайте прозвоним наш трансформатор. Что с ним случилось? Самое главное, мы прозваниваем высоковольтную обмотку. И смотрим сопротивление. Yes! Отлично! Высоковольтная обмотка живая, супер! Но это просто чудесно. Я прям переживал, что она могла тоже взлететь. И проверяем теперь микросхему. Микросхему проверяем между седьмой лапкой, это source, и... нет, так, давайте не седьмую, так неудобно. Получается, вторая лапка source и drain. Drain у нас пятая нога. И мы видим сопротивление наше 3,6 Ома. То есть source и drain пробит. Source и drain пробит. Отлично. Отлично. То есть у нас проблема с микросхемой. Но удивительно, почему пробит source и drain. Когда пробивается source и drain, это значит надо проверить в первую очередь что? Надо проверить банку, высоковольтную банку. По всей видимости, высоковольтная банка давала большие пульсации, она, по всей видимости, дохлая, и source и drain просто выгорели из-за пульсации. Давайте проверять вот эту высоковольтную баночку. Я сейчас ее выпаю за кадром и проверим на тестере. Да, и желательно вот этот литий, как я сказал, питающий шим-контроллер, он на 220 микрофарад, 25 вольт, все-таки его лучше, 35 вольт, все-таки лучше его проверить. Да, я понимаю, что кто-то скажет, да блин, надо с внутрисхемным ESR-метром промерять, но блин, мне несложно выпаять данный элемент и просто проверить, и забыть о проблеме навсегда. И вот этот будем выпаивать. Ну что, уважаемые господа, вот я подкинул конденсатор, который стоит в линии шим-питания. И он в хорошем состоянии. Это норма. То есть никаких проблем нет по шим-питанию. Давайте же проверим теперь силовой конденсатор. Нашу банку, она на 330 микрофарад. Проверяем. Японский бог. Проверяем ее. И как видим, да, вполне неплохая банка, хоть и занижена, да, на 50 микрофарад, ниже емкость номинала, но это не повод, чтобы выгорел силовой ключ. И я думаю, я в чем-то ошибся. Даже не знаю, как мог тогда выгореть силовой ключ, на каком основании, кто ему разрешил выгорать. То есть банка 330 микрофарад, емкость 270, да, 280. Еще раз давайте замеряем. Да, 280. Ну, баночка, да, чуть-чуть утекла уже, ага. Чуть-чуть уменьшился. Ну что, по идее, надо банку, наверное, менять или не менять. В принципе, тут сколько, 500 ватт? Наверное, нет смысла менять банку. 280 микрофарад. Сейчас подумаю. Но нам главное не банку поменять, нам главное восстановить дежурку, а уже дальше будем разбираться. Ладно, восстанавливаем обратно все элементы и впаиваю новую дежурку.
Нашел я вот баночку вот такую на 450 вольт, 330 микрофарад, и тут 320 микрофарад, 0,3 Ома, 0,4 утечка. Ну, в принципе, нормальный. Вполне неплохой, все-таки побольше, получше. Будем его впаивать. Прозваниваем новую микросхему между source и drain. Видим сопротивление 15 мегаом, то есть все окей здесь у нас. Замечательно. Когда впаиваете микросхемы, вы должны понимать и чувствовать запах успеха. Обязательно. И, как всегда, нам помогает... Чувствуете вот этот запах успеха, да? Я вот чувствую. Прям аромат вот этого вот. Прям ожидание. Сейчас надо вот все допаять и проверить. Кстати, смотрю в телефон и паяю, потому что вниз смотреть и паять, ну просто неудобно. Пилим контент и одновременно учимся. Так, и тут у нас осталось 2 ножки. Оп. Оп. Все, сейчас мы проверяем, все ли я правильно запаял. Нету нигде соплей. И будем тестировать. Самое вкусное. Самое вот это вот время. Аж кровь закипает, да? Вроде все поменяли, все должно заработать. Сейчас вот самая вот кульминация. Но нет, сейчас сначала надо проверить, прозвонить, обзвонить все 5 раз, а только потом уже подключать лампу накаливания и проверять нашу дежурку. Ну что, сейчас пришло время X. Подключил пилот, лампу накаливания на 60 Вт, сам блок питания и тестовую плату. Сейчас я включаю и смотрим, как себя будет вести лампа. Кстати, я запаял новый конденсатор, вернул старый конденсатор на шимку и сам шим-контроллер тоже запаял. Я верю, что вы не верите. У нас много кто не верит. Видите литик, да? Я впаял 330 микрофарад, 450 вольт. Вот этот литик я вернул. Вот. Вон новая дежурочка. Вот старая дежурочка. Расплющенная. Которую мы замеряли. Ну что? Возвращаем все в исходное положение. Пожелай мне удачи. Поехали запускать. Огонь! И нифига. Какого? И нифига. Ребята, нифига. И дежурка не поднялась. И это печально. Вот же я лоханулся. А вот этот резистор-то, который 910, я не прозвонил. Низкоомный резистор. А он-то в обрыве. Его надо было заменить. Сопротивление меряем. То есть в плюсовой банке идет, видите, 2,8 мегаома. То есть он в обрыве. Вот зараза, а. Вот такой негодяй. Вот приходит, плюс питание через вот этот резистор и уходит на иену, на запуск. А нифига нет, поэтому и дежурка-то не поднялась. Так, сейчас меняю резистор. Итак, вторая попытка запуска дежурки. Пробуем. Подключили лампу. Смотрим на тестер. Огонь! И что мы видим? Есть! Дежурочка поднялась. Проверить надо напряжение. Напряжение в норме. 5,2 вольта. Замечательно. То есть все четко работает. Дежурка поднялась. Отлично! Ну что, надо пробовать запускать блок питания в холостом режиме. Ну что, пришел самый важный момент. Надо включить блок питания. А ПФЦ вообще не любит вот такие лампы, тем более в 60 Вт.
Но все-таки некоторые блоки могут запускаться такими лампами. Но имейте в виду, для запуска полноценного системы APFC надо хотя бы 200 ваттные лампы. Ну, я попробую на 60 ватт. По идее, такие блоки питания должны стартовать и не перезагружаться. Ну что, пробуем. Подаем питание. Угу. Дежурочка у нас есть. И включаем блок. Есть! Блок питания работает. Давайте замеряем напряжение. Power Good поднялся. Это классно. Напряжение по 12-вольтовой линии 12,2 вольта. Напряжение по 5-вольтовой силовой линии 5,1 вольта. Напряжение по 3,3 вольтам 3,47. Без нагрузки. Огонь. Все работает. И это успех. Ну что, мы подошли к самой главной и интересной рубрике. Это замер напряжений и замер пульсаций. Давайте же попробуем. Мы нагружаем наш блок питания вот такой вот резистивной нагрузкой, примерно там в 280-300 ватт. Ну что, поехали. Сейчас нагружаем дежурку 1 ампером. Светодиод горит. Напряжение замеряем. На дежурке 5,2 вольта. Просто чудесно. Запускаем блок. Отлично! Блок работает. Чудесно! Нагрузку держит. 270 ватт. Так, по 5-вольтовой линии у нас 5-вольтовая дежурка, 5,2, отлично. 12-вольтовая линия, 12,5 вольта, отлично. 5-вольтовая шина, 4,97, 5 вольт ровно. 3,3 вольта, 3,4 ровно, отлично. Минус 12, минус 12,32, замечательно. Ну и Power Good у нас 3,5 вольта. По напряжениям просто огонь. Это просто чудесно. Замечательный результат. Ну и, конечно же, на злобу дня вы уже знаете, что я начал все блоки питания тестировать и показывать, какие блоки питания стоит брать, какие не стоит. Но это делать выводы будете вы сами, а я всего лишь даю информацию. Я всегда провожу замеры одним осциллографом. Выключаем. Дежурка в режиме стендбая. Замеряем пульсации. Вы только посмотрите, в режиме стендбая пульсаций ну вообще практически нет. Ну они может и есть, но они настолько маленькие, что мой осциллограф их не регистрирует. Это чудесный результат. Запускаем блок. О, а вот это мне очень не нравится. Дежурка очень шумная. Больше 90 милливольт. Это плохой результат. Не зачет. Дежурка должна быть в районе до 50 милливольт. Ай-ай-ай, не зачет. Ну ладно, не будем хаять. 12-вольтовая линия. Под нагрузкой, что у нас тут творится? И здесь у нас пульсации в допуске, все в допуске. Да, 90 милливольт. Это хорошие пульсации. Да, смотрю, до 100 милливольт даже. Это норма. Это вполне отличный результат. Едем на линию 5 вольт. 5-вольтовая линия, и здесь у нас пульсации, к сожалению, к великому моему сожалению, эти пульсации 90 милливольт высоковаты при нашем допуске в 50 милливольт. Может быть наводки, но я не думаю, что это наводки. Давайте сейчас провод я чуть обогну. Не похоже просто на наводки. Наводки они немножко по-другому обозначаются. Так, еще раз на 5-вольтовую линию встаем. Нифига это не наводки. Ну вот так, шумно, шумно, шумно. 3,3 вольта. Поэтому, ребят, вот думайте сами, что брать, как брать. Ну, не знаю, это в принципе не критично, но все-таки высоковатая пульсация. Здесь тоже 65 милливольт, в допуске 50 милливольт, тоже немножко завышенная. 12-вольтовая линия у нас нагружена током в 0,3 ампера. И здесь у нас просто отвратительно. Здесь у нас почти 200 милливольт. Это печально. Это очень печальный результат. Это много. Должно быть не больше 120. Но вот имеем то, что имеем. И здесь явно у нас проблема не в конденсаторах выходных. Это 100%. А проблема в шумном, не знаю. Не знаю в чем. Не разгадал загадку. Говорят, что это все сложно, все непросто, неоднозначно.
Вот такой вот результат. Я думаю, так, блок питания запоминаем, да, если что. Вот такой вот получили мы результат. Кому понравился ремонт, кому понравились испытания, все полученные результаты, обязательно ставьте лайк, не пропускайте этот момент. Вы очень помогаете развиваться каналу, а соответственно будут разные ролики. Будет много хороших положительных отзывов по блокам питания, значит будет больше блоков питания. Но честно сказать, блоки питания чинить очень, трудоемкий процесс. Честно, трудоемкий и много затрат. Да, оно в принципе везде как бы затрат хватает. Но в данном случае что? У нас всего лишь была убита дежурка, да, вот, но она в принципе копеечная. И где-то тут резистор на 2,2 Ома. И все. И еще банку мы поменяли. Да, мы еще заменили банку на 330 микрофарад 450 вольт. Да, это нагрузка моя. Вот. Так что обязательно ставьте лайки, хейтеры, дизлайчите, пожалуйста, пишите только комментарии, почему вам не нравится. Я снимаю то, что мне надо, то, что мне нравится. Конечно, ваш голос будет учтен в качестве блоков питания. Я знаю, что вы любите блоки. Но, конечно, в приоритет я ставлю свои интересы. Ну и на ваши интересы, конечно, я все-таки поглядываю. Бывает, я не отвечаю на комментарии, уж извините, действительно, комментариев очень много. Мне там пишут на почту, я даже на почту боюсь заходить. И реально просто боюсь, нет времени. Поэтому, если кому-то не ответил, уж извините. А тех, кто просит отремонтировать блок питания, я еще раз повторяю, я не занимаюсь ремонтом под заказ. Может быть, потом, когда я поумнею, может и буду брать под заказ. Но сейчас извините, мой уровень далеко очень низкий. Лично я так считаю, и я не голословен. На этом у меня все. Всем крепкого здоровья, классных ремонтов. Пока, ребята. Пока-пока.